Всем привет. Значит, наверное, вы так же, как и я, много раз слышали, но, по крайней мере, я ни разу не видел, что происходит с керамическими горелками на туристических плитках, когда их заливает водой. Все рассказывают истории, что они там лопаются, трескаются, выходят из строя. В инструкциях написано, что маленькую посуду ставить нельзя, но часто приходится и хочется. Давайте посмотрим, что получится. Вот такая вот плитка газовая с керамической горелкой. Горелка здесь у нас покрыта какой-то мелкой сеточкой. Баллон. Запускаем. Видели? Вспышка, пламя пошло, да? Положим решеточку, поставим. И я беру маленькую посуду, из которой при кипении выплескиваться должно на саму горелку. Так. Ну что, значит, давайте сейчас подождем. Вот прямо сейчас, еще перед началом, можно поставить на паузу и напишите ваше мнение в комментариях, что будет, когда конфорка будет облита водой. Вот так, по-моему, лучше видно, что происходит. Хочется сказать, к сожалению, но так как сейчас осень, к радости светит солнце, и, к сожалению, сказать, что светит солнце, просто не поворачивается язык. Конечно, на глаз уже вся горелка оранжевая, вот. Вот смотрите. Аккуратно, чтобы раньше времени не расплескать, мы сейчас имитируем. Мы кипятим себе чаек, где-то в походных условиях, все классно у нас. И вот сейчас вот ждем, что получится, когда наша вода закипит. Кстати, что интересно, вода уже тепленькая. Ну, как вы знаете, у керамических горелок есть плюс. То есть она греется, у нее вся плоскость, и поэтому, ну, просто, знаете, как не получается от них отказаться. Можно было сказать, да ну нахер, выкинь это все, обыкновенный цветок лучше, эффективней. Но все-таки эффективнее эта горелка. И плюс один еще есть в них, их практически не задувает ветер. То есть, понятно, когда вот сейчас дует боковой ветер, он тепло смещает в сторону, но все-таки. Камера, наверное, на солнышке здесь не берет, но я уже вижу, что от воды немножко порог идет. Просто моя плитка немножко наклонена в эту сторону, я поставил так камеру, что вода будет явно литься сюда. И чтобы мы это все видели. Ну и что, я смотрю, что-то конфорка не трескается. Как вы скажете? Давайте я беру водичку. Вы видите, конфорка не трескается. Давайте мы льнем немножко водички. Да, конфорка моя потухла. Я отключу газ. И как мы можем посмотреть... Давайте я даже приближу камеру, чтобы вы могли посмотреть. Она совершенно целая. То есть я полил ее водой при вас, и она совершенно целая. Давайте мы сделаем еще один эксперимент. Этого ж нам мало. Давай я попробую еще раз зажечь ее. О, и газ пошел. У нас все работает дальше. Я думаю, она еще просохнет. Ну, сейчас вы посмотрите, да?
Сниму эту хреновинку. Так, возле пьезоэлемента нагревается. Ну, сейчас посмотрим, где она нагреется. Не, пламя, безусловно, идет. Вы видите, что горелка нагревается, да? То есть, понятно, там вот в эти вот отверстия попала вода. Она сейчас испарится от нагрева. Ну, то есть, вот, как вы можете видеть, горелка вся нагрета. На солнце плохо видно. Берем кусочек бумажки. То есть горелка нагрета. И интересно же провести эксперимент еще. У меня есть заготовлен стакан холодной воды. Но когда ты уже треснешь. Все пролилось насквозь. Я выключу газ. Все в воде. Открываем газ. О, пошло дело. Вот такая вот история, ребят. Так что, ну давайте вот специально, пока она еще до конца не нагрелась, вам покажу, да? И вы скажете, где она потрескалась. Вот, здесь вылет стакан воды на эту горелку. Все в воде, все мокрое. Давайте для тех, кто не верит, я наберу, пойду еще стакан воды, она пускай нагреется. Ой-ой-ой, круто греется. И не особо видно, что... Ну, просто свет. Свет не показывает, насколько она нагрелась. Стакан холодной воды. Из конфорки прямо выливается вода. Как вы можете посмотреть, в очередной раз нигде ничего не потрескалось. Ну, только что она горела у меня, видите. Я залил холодной водой, что я прямо рукой прикасаюсь. Все. Вот выходит, этой плиткой можно даже под водой пользоваться при дожде и не бояться, что что-нибудь у нас сломается. Давайте попробуем ее пускануть. И что мы видим, она опять работает. Ребят, я не знаю, вообще эту штуку можно ушатать или нет. Берем бумажку. То есть это к тому, что на камеру не видно, как нагревается сама горелка. Вот только сейчас она начинает розоветь. То есть я не знаю, как ее можно ушатать. Это вещь, которая продолжает работать. То есть она ни хрена не трескается, она не лопается. Возможно, вы скажете, что есть разные горелки. Возможно, вы скажете, что есть разные системы. Но это совсем недорогое китайское что-то, вот, которым заполонены наши прилавки. Я думаю, что если вы возьмете такую же плитку, скажем, от той же Кавеи или, допустим, от какого-нибудь Примуса,
то у вас будет то же самое. Это и вот буквально я еще вчера выложил видео, вот оно, наверное, пока я сейчас снимаю, уже опубликовалось, в котором я говорю, что на такие плитки нельзя лить воду. Но, как вы видите, проблем вообще никаких. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся этим видео. Все, всем пока и до встречи на канале.